первая локация, что ты думаешь? Там, конечно, очень красиво. Юля, я хочу сделать тебе предложение. Что? Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! С вами Макс и Юля. сегодня мы вкратце хотим поговорить про среду обитания. Как вы видите, что написано на этой книжке, которую мы с Юлей так еще и не дочитали до конца. Мы будем говорить не про эту книгу. Мы поговорим про наш опыт жизни в разных локациях, про наш опыт жизни в разных местах. И мы попытаемся сравнить этот опыт и понять, что же нам ближе все-таки в настоящее время. Да? А вы можете поставить лайки, подписывайтесь обязательно на наш канал. Наш канал, смотри, Юль. Ой, да, все, Russian with Max and Julia. Как это произошло? Юль, мы с тобой жили в Ленинградской области. Маленький дом, частный дом, вокруг множество озер, леса, красивая природа. Город 15 минут, или 30 минут на транспорте. Очень рядом. Что ты первая локация, что ты думаешь? Там, конечно, очень красиво, это правда. Летом прям вообще здорово, можно гулять, купаться. Но на самом деле вот эти вот якобы, да, там 30 минут на транспорте, смотри, по факту, да, всегда оказывались более длительной поездкой. Если ты едешь, например, на электричке, тебе нужно дождаться электричку, доехать, и потом еще проехать через половину города, чтобы доехать, до центра, например. А на машине всегда есть проблема пробок. Пробки. И тоже получается не полчаса. И я заметила, что несмотря на то, что мы жили, вроде бы близко к городу, мы достаточно редко вместе туда ездили. Это странно, действительно, когда мы жили рядом с Питером, но в области, в красивом месте, с красивой природой. Я обожаю природу. Но получалось так, что мы с Юлей практически не ездили в город. То есть мы не потому, что нам не хотелось, а скорее мы хотели культурной жизни, мы хотели побывать в городе, мы хотели этой городской движухи, но как будто было очень сложно себя заставить вот именно даже эти 30 минут в транспорте в разном ездить. Как ты думаешь, почему? Может быть, потому что эта поездка требовала прям планирования. Если ты едешь на какое-то культурное мероприятие, как правило, оно начинается в 7 вечера. Тебе нужно выезжать, там, не знаю, в 5:30, потому что это время, когда больше всего пробок. Да. И получается, что, у тебя рабочий день еще не закончился, правильно? И все время как будто бы, не знаю, надо как-то все подгадывать в торопях, и проще уже сказать, ладно, не хочу. Да, то есть это определенные сложности. Но, тем не менее, еще мне кажется важным момент – это работа дома. Мы с Юлей сейчас, как и многие люди, мы работаем дома. И если если ты живешь в частном доме, да, как где-нибудь в американских фильмах, или часто это и в России тоже, что ты живешь вот в этих маленьких, в частных домах и ездишь в город, например, на работу и обратно, то это нормально. Работа заставляет тебя ездить в город, и ты там в городе иногда остаешься, ходишь в театр, в кинотеатр, встречаешься с друзьями, социальная жизнь, все ок. И потом едешь домой. И у тебя здесь дом, тишина, спокойствие, все круто. Но когда ты живешь постоянно в этой тишине, и у тебя работа онлайн. Да. Мне кажется, в этом тоже, есть проблема. В этом большая проблема, потому что тебе, я вообще люблю периодически уходить работать куда-то не из дома. Да, в этом месте, по сути, некуда было пойти, и в какой-то момент я начала утром рано, как вот в офис, просто ездить в центр Питера, сидеть в кафешке, работать. Заставлять себя. Потому что, мне важно это переключение, я не могу постоянно сидеть там в одной комнате.
И мне еще важно, ну, какие-то визуальные впечатления вокруг, и в этом плане природа — это хорошо, но для меня не все время. Мне важен город, какие-нибудь красивые здания, движуха, много людей. И получалось, что действительно, ну, как сложнее выбраться. И ты сказал еще про социальную жизнь. Никто, не доедет до этого пригорода. Да, это правда. Когда мы жили в самом Питере 2 месяца, то к нам, ну, достаточно часто приезжали друзья, потому что они все жили и работали в городе, и гораздо проще, что называется, пересечься. Да, то есть встретиться на короткое время. А тут нужно прям планировать эту встречу, что неудобно. Хорошо, Юль, но мы жили и в городе практически, в Подмосковье, да, город Реутов. Мы там жили, это рядом с Москвой, 20 минут на метро, и ты в центре Москвы. Вау! Что там было хорошего и плохого? Ну, там действительно на самой этой окраине Москвы, ну, мне тоже не очень нравится, например, гулять. Когда была пандемия, и я сидела там безвылазно 2 месяца, у меня есть ощущение, что я там обошла все. Это спальный район, друзья. Он был вот на этом видео, где я говорил где выносил мусор. Вот это видео можете посмотреть, как примерно выглядит этот район. То есть это типичный спальный район, и мне кажется, здесь даже нет плюсов природы. Да, и нет плюсов города. То есть это просто вот такие клетки для того, чтобы просто спать. Да, ну для меня плюсом того района является то, что там действительно есть метро. Да. Я не люблю наземный транспорт, это автобусы, троллейбус, это пробки. Не знаю, не люблю. Метро я люблю в Москве. Это важно. А что в Питере не так? Это отдельный разговор. В Питере очень длинные эскалаторы. То есть с поверхности к поездам сюда ты едешь на эскалаторе. И в Питере они очень длинные, потому что, ну, такая специфика. Да, они обычные, просто они очень длинные. Юлю это бесит. Ну да. Ну, в общем, мне удобно то, что там за 25 минут в метро можно доехать прям до самого центра. Но тот же момент с поездкой остается. Но смотри, когда мы там жили, я еще работала как раз в городе. Я каждый день ездила. Да. Поэтому, для меня это привычный формат. А вот ты там работал из дома. Как оно было? Вот. Опять же, мы приходим к этому моменту, что то, где ты живешь, должно либо влиять на то, чем ты занимаешься, да, то, где ты работаешь. Или наоборот, то, где ты работаешь, должно влиять на то, где ты живешь. Короче, работа и жилье — это связанные вещи. И получается, что если ты работаешь дома, как в моем случае, я работал дома, и я никуда не ездил по работе, по делам практически. И я, получается, опять замыкался вот в этом маленьком пространстве, а так как работа достаточно творческая, или, как сейчас модно говорить, креативная, то, тебе нужно вдохновение, тебе нужна энергия. Впечатление. А это все люди и новые люди, или даже просто друзья, то есть общение, и это разнообразие каких-то даже не то, что прям ярких впечатлений, там, прыжок с парашютом или вот что-то экстремальный спорт. Это просто базово, чтобы что-то менялось. Ты погулял в этом районе, ты погулял в этом районе. Глаза должны получать какую-то новую картинку для обработки, чтобы мозг обрабатывал, чтобы мозг работал. Интересно, кстати. Вот. Да. Поэтому на самом деле я абсолютно уверен, что это архиважно сделать так, чтобы твоя работа и то место, где ты живешь, чтобы они были связаны. Да. Поэтому в связи с этим у меня есть одна вещь, которую я давно хотел очень сделать, но хочу сделать это прямо сейчас и прямо здесь. Что это? Юля, я хочу сделать тебе предложение. Серьезно? Да. Что? Я хочу, чтобы мы с тобой стали официально вместе.
Колечко, конечно, немножко странное, но мне кажется, как и все наши взаимоотношения, и как и сами мы странные, и, в общем, я немножко смущаюсь. Это первый раз, когда я делаю предложение. Я надеюсь, что ты не подведешь 1000 человек, которые нас смотрят. Что? А то мне потом придется объяснять, почему Юля не согласилась. Обалдеть! Я согласна. Ничего себе, вот это неожиданно, господи. Иди сюда. Ладно. Я думаю, что мы оставим эмоции чуть-чуть на потом. Ты хочешь, чтобы я диалог продолжала или что? Ну, конечно, нам нужно закончить этот диалог. Тем более, что у нас осталось не так много времени, скоро батарея у наших камер закончится, поэтому нам нужно на чем-то договориться. А на какой палец надо надевать? На безымянный. На правый, да? Вот это я не помню, на На правую правый. или на левую руку. Ничего себе. Так. Это янтарь. Это янтарь, да. Ну, мне кажется, по ощущениям, это то, что должно... Да, правда, я, наверное, чуть-чуть не угадал с размером, но это можно изменить. Я уже все узнал, размер можно будет подвести под твой палец. Вот. Это не проблема. Просто то кольцо, которое я нашел у Юли, и размер которого я смотрел, оно не совпало в общем, да. Видимо, ты носила то кольцо на другом пальце. Да, я на этом пальце, редко что носила. Извините, я потеряла дар речи. Хорошо, Юля. И давай, значит... Хорошо, все прекрасно. И в финале, что мы еще хотели сказать? Мы с тобой последние 2 года, последние 2 уже, получается, почти года живем в другом месте. Мы живем с тобой в небольшом городе, мы жили в Севастополе, Да. и мы сейчас живем в Новороссийске. И этот город, мы живем прямо в городе, почти в центре. Что ты думаешь, какое у тебя ощущение от этого? Как задают мне какие-то вопросы. Мне нравится в Новороссийске, и в Севастополе тоже нравилось, потому что, если говорить про идеальные критерии места жительства, то Новороссийск, небольшой город по российским меркам, но он при этом оживленный. Здесь достаточно красиво, как минимум, потому что здесь есть море и потрясающая набережная. Я очень люблю море. Тут достаточно много всяких событий. Конечно, меньше, чем в Москве. Понятно, что в Москве у тебя каждый вечер, 25 вариантов, куда пойти. Здесь меньше, но при этом они есть. Есть возможность выбраться, познакомиться с новыми людьми. И, можно при наличии времени самостоятельно что-то сделать, организовать какое-то мероприятие. Пока руки до этого не доходили, но, думаю, дойдут. И... То есть в чем здесь плюс, например, Новороссийска или Севастополя, где мы жили, в чем плюс перед, например, жизнью, не знаю, в том месте в Ленинградской области, где мы были? В том, что это город, но при этом он окружен природой, поэтому можно удовлетворить и тягу к природе, есть, и по тягу сути, к городу. эстетическая как ты говорила, визуальная часть, она удовлетворена, да? Ты можешь погулять в городе, ты можешь погулять на природе, и все это как-то у тебя связывается, да? Да. То есть ты можешь в выходной день поехать и на природу, а вечером пойти на мероприятие в городе. И при этом... не знаю, тут очень красиво, и поэтому то, что ты говоришь, что, нужны какие-то впечатления. Для меня важна эстетика места, где ты живешь. Я иногда хожу в музей, просто чтобы посмотреть на красивое. Да, так для этого музей есть. И, кстати, сейчас мы уже заканчиваем этот разговор, и сейчас мы с тобой как раз и куда едем? Едем в театр. Мы едем в театр, да, на концерт. Это безумно красивое место, которое здесь находится недалеко. И, наверное, когда-нибудь мы его вам обязательно покажем, потому что там действительно есть на что посмотреть. Это очень интересное место рядом с Новороссийском. То есть, получается,
эстетическая часть удовлетворена, и из-за того, что ты работаешь, я это так вижу, ты работаешь дома, тебе гораздо проще пешком выбраться куда-то вот здесь, погулять, при желании там, на транспорте поехать и в какие-то еще другие места, и как бы сбалансировать вот эту работу-досуг. Да? Ты можешь так сказать? Да, и, не знаю, ты в обеденный перерыв можешь пойти на набережную, там погулять, получить впечатление, вернуться и продолжить работать. Да. В Москве, если ты работаешь в офисе в центре, да, ты тоже можешь пойти погулять. Но если ты работаешь дома на окраине, если ты поедешь в центр, ну ты не поедешь, потому что это уже будет, ну там, 3 часа совокупно, ты не можешь тратить рабочее время. Конечно. На Плюс, такие наверное, вещи. климат еще, да, мы забыли упомянуть. Ну, климат это, да, самое главное. Чем больше у тебя времени теплого и солнечного, тем больше у тебя возможностей ходить, гулять, двигаться, что очень важно, если у тебя работа сидячая, если ты работаешь перед компьютером. На этом с вами мы, друзья, прощаемся. Всего вам доброго, пишите комментарии, до встречи в следующем видео. Всем пока. Пока-пока. Что?